Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AntexFood, и сегодня мы узнаем, как сборная России проявит себя на Евро. Ну а перед началом этого видеоролика поставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем приятного аппетита, кто кушает, и мы начинаем. А главной нашей задачей на сегодня будет повторить успех сборной России на чемпионате мира 2018 года и дойти до четвертьфинала. Для начала посмотрим нашу группу отбора к Евро, и вот так вот как-то она выглядит. В принципе, она довольно проходная, так что где-то со второго места мы точно выйдем. Ну да, и вот так вот выглядит наш состав. В принципе, здесь все игроки заслуженно находятся. Много европейских людей, ну и много людей из РПЛ. Надеюсь, что мы пройдем как можно дальше. Первый матч у нас был против Косово, и тут пошло-поехало. Первым забивает Федор Чалов. Сразу за ним выбегает Магомед Аздоев и тоже вот такой вот голешник прописывает. Ну, а дальше просто творить начал уже Иван Сергеев. Вот такой вот голешничек он первым забивает. Ну и дальше с передачи он оформляет дубль и устанавливает окончательный счет матча 4-2. Второй матч у нас был против Словакии, и здесь Иван Сергеев не переставал нас удивлять и забивает уже третий гол на отборе вот таким вот прекраснейшим ударом. Следующий гол тоже был не такой уж и плохой, здесь тоже поучаствовал Иван Сергеев, отдал на Федора Чалова, Федор Чалов отдал на Глушенкова, ну а потом Глушенков на Чалова, и Чалов вот так вот забивает. Хотя и дали автогол, но я уверен, что забил все-таки Федор Чалов. После первого гола инициативу решил проявить Роман Зобнин. И вот таким вот ударом, немножко крученым, вот так вот забивает прям по вратарю. И у него все выходит. Ну и в итоге матч заканчивается со счетом 3-3. У нас уже в активе есть 4 очка. Третьей игрой у нас была игра против Гибралтара, и просто посмотрите, что здесь вытворял Федор Чалов. Я тут, наверное, даже просто комментировать ничего не буду, потому что Чалов, ну, стал, мягко говоря, лучшим бомбардиром отбора на данный момент. Смотрите, он уже забил 3, вот это 4-й его гол. После чего он ни капли не останавливается, и во втором тайме он забивает еще. Потом он забивает еще, это уже 6-й его мяч, и потом он забивает еще один мяч, который становится для него 7-м. Это, конечно, очень страшно для Гибралтара, и как это выглядит, тоже очень красиво. Дальше у нас была игра против Албании. Здесь первый гол забивает тоже Федор Чалов, он не останавливается. Ну и второй гол забивает тут Иван Сергеев. Больше голов в этой игре вообще не было, и мы победили со счетом 2-0. Ну и после двух отличных игр у нас наступает немножко плохая игра. Тут, конечно, Зобнин забивает, но дальше вот что происходит. Мы проигрываем Сербии со счетом 3-1. Ну, это, конечно, не критично. Я надеюсь, что мы все-таки выйдем из группы даже с первого места. После первого круга мы снова встретились с Косово, и тут опять забивает Федор Чалов. Потом он решает отдать ассист и все-таки забивает еще один. После чего у нас, забивает Сергеев Иван. Но у нас такая ситуация происходит, что они оба борются за, как бы лучшего бомбардира, и пока никто из них не выигрывает. Хотя Федор Чалов, наверное, даже лидирует. И пока я с вами разговаривал, мы разобрались с Косово 5-0. Следующая игра у нас, как обычно, должна была быть с Словакией, и она у нас была. И в этой игре должен был оформлять покер Федор Чалов, но у него один гол отобрал защитник Словакии. И поэтому он забил всего лишь хэт-трик. Но за такую игру ему прям надо давать золотой мяч. Он отлично тянет нашу сборную. На данный момент мы идем на первом месте в группе и пока выходим на Евро. Вот, кстати, да, закончилась игра со счетом 4-1. Ну, а матч с Албанией начался для нас хорошо, забил Федор Чалов. И нам забили гол, но затем наше преимущество снова увеличил Роман Зобнин, но моему возмущению не было предела, когда мы проиграли Албании, хотя у нее было две
красные карточки. Я не понял, как так вышло, но на следующую игру мы вышли полностью спокойные. Матч Россия-Сербия. И вот так вот он начинается с гола Алексея Миранчука. Красиво он закрутил. Ну, дальше, конечно, все по классике. Федор Чалов получает мяч и реализует гол. Ну, а дальше что-то у нас получилось не так, как всегда. Забил Глушенков. Я за это, конечно, рад, и он молодец. С Сербией мы сыграли в ничью со счетом 3-3. И вот так вот заканчивается наша группа. Мы ее прошли, вышли на Евро. И, наверное, первую часть данного видоса пора заканчивать, ребят. Надеюсь, она вам понравилась. Если она понравилась, то напишите об этом в комментариях. Поставьте лайки. И всем спасибо за просмотр. Ждите вторую часть.